Глава 1846. Хаотическое тело тысячи ядов. В комнате распространился странный запах. В первую очередь он был очень пряным, смешанным с опьяняющим ароматом. Внезапно Хань Ли перевернул руку, и в его руке появилась пурпурная деревянная коробка, которую ему принесла Бай Гуэр. Вспыхнул лазурный свет, и крышка сундука отлетела сама по себе, обнажив темно-зеленые демонические ядра. С ядом из демонических ядер от этих ледяных дьявольских пауков я должен быть в состоянии овладеть последней стадией хаотического тела тысячи ядов. Если я смогу объединить его с моими 12 пробуждающими трансформациями, мое тело будет практически таким же неразрушимым, как и тело легендарных истинных духов, взволнованно пробормотал Хань Ли. Он щелкнул запястьем, и демонические ядра в деревянном ящике вылетели наружу, упав в гигантский котел. Они быстро растворились и стали частью этой загадочной жидкости. После этого Хань Ли сделал ручную печать, и серебряное пламя внизу поднялось вверх, охватив практически весь гигантский котел. Жидкость внутри котла немедленно начала пузыриться и взбалтываться еще сильнее, а Хань Ли с равнодушным выражением на лице оценивал котел, но в его глазах было очень серьезное выражение. Рецепт жидкости из этого котла включал в себя более чем 100 типов чрезвычайно ядовитых веществ, а сам рецепт он получил с помощью метода закаливания тела, который прилагался к колоколу небесной битвы с конвенцией обмена в черном пространстве. Если Хань Ли хотел развить вторую стадию техники духовного очищения, ему нужно было улучшить свое физическое состояние, поэтому он, естественно, очень интересовался всеми методами закаливания тела. Колокол небесной битвы был для него в значительной степени бесполезен, но метод закаливания тела, который шел в комплекте, был замечательным. Это стало для него очевидным при виде того воина закаливания тела, который ударил в колокол во время демонстрации на собрании. Это была основная причина, по которой он решил обменять этот колокол небесной битвы. Он не стал сразу изучать эту технику, находясь на конвенции, но очень подробно изучил ее во время своих путешествий по человеческим регионам и территориям демонов. Обнаружив это, он был ошеломлен и воодушевлен тем, что попало ему в руки. Это хаотическое тело тысячи ядов было методом закаливания тела, который намного превзошел его ожидания. Он был разделен на 7 этапов, и прогресс на каждом этапе позволял резко улучшить свое физическое тело. После прохождения всех 7 стадий даже смертный человек будет обладать таким же мощным телом, как тело высокорангового демонического культиватора, и он также будет невосприимчив ко всем ядам. Единственная проблема заключалась в том, что для того, чтобы развить этот метод закаливания тела, нужно было купаться в специально приготовленной ванне с ядом. По мере продвижения по ступеням токсичность используемого яда должна была становиться все более и более сильной. Конечно, это было чрезвычайно опасное занятие, и, согласно информации, содержащейся в искусстве культивации, подавляющее большинство людей, пытавшихся культивировать его, погибли. Вдобавок к этому искусство культивации было изобретено чужеземными существами с телами намного более могущественными, чем у людей. Таким образом, если бы обычный человек попытался использовать это искусство культивации, его шансы на выживание были бы чрезвычайно низкими. Человек, ударивший в колокол небесной битвы во время конвенции обмена, уже обладал выдающимся талантом, когда дело касалось закаливания тела, но даже ему удалось освоить только первые 2 этапа, и он не осмелился продвигаться дальше. Конечно, для Хань Ли все это не было проблемой. Его физическая конституция и сопротивление достигли точки, о которой нормальные люди могли только мечтать, так что для него не было большой опасности в культивации этого хаотического тела тысячи ядов. Вдобавок ко всему, он уже начал использовать кристаллическую лунную жидкость, которую получил от Цай Люин. Время от времени он размазывал жидкость по всему телу, а затем использовал секретную технику, чтобы поглотить ее, чтобы еще больше улучшить свое физическое тело. Таким образом, вероятность того, что он столкнется с негативной реакцией от культивации хаотического тела тысячи ядов, была практически ничтожна. Кроме того, он пил по маленькой чаше красного шелкового вина бессмертных в несколько дней в течение последних лет, и, к его большому удивлению и восторгу, это вино также могло улучшить его физическое состояние. Однако его усиливающий эффект отличался от такового у хаотического тела тысячи ядов. Напротив, эффект был очень незначительным, но он мог неуклонно улучшать его физическое состояние в течение длительного периода времени. И если бы он не пил вино в течение длительного периода времени, эффект был бы практически незаметным, но если бы он продолжал его пить, то в долгосрочной перспективе он получил бы огромную пользу. Таким образом, Хань Ли, естественно, стал более уверен в своих шансах достичь поздней стадии интеграции тела. Вернувшись из странствий, он сразу же начал искать все виды ядовитых предметов и веществ. Первые несколько стадий хаотического тела тысячи ядов было довольно легко культивировать, и обычных ядовитых ингредиентов хватало. Однако ядовитые ингредиенты, необходимые для последних 3 стадий, было чрезвычайно трудно найти в человеческих регионах, поэтому у него не было другого выбора, кроме как положиться на Цинь-Суэр. Проведя более 100 лет, он, наконец, довел хаотическое тело тысячи ядов до 6-й стадии, и в этот день он собрал все ингредиенты, необходимые для культивации 7-й и последней стадии.
Последний ингредиент, которым были демонические ядра ледяного дьявольского паука, были чрезвычайно редки даже в расе демонов, и Цинь Суэр потребовалось несколько десятилетий, чтобы найти их. Конечно, Хань Ли также постоянно в течение последних лет культивировал свое первозданное истинное дьявольское искусство и магическую силу. Путем некоторых экспериментов он обнаружил, что зеленая жидкость в таинственном маленьком флаконе действует на коррозийную ядовитую водоросль, и он успешно прорастил некоторые семена духовных растений, которые он принес из огромной ледяной области. С помощью этих ингредиентов он смог изготовить несколько типов таблеток, которые могли усилить даже магическую силу культиваторов интеграции тела. Хань Ли потратил огромное количество времени и усилий на то, чтобы собрать рецепты и ингредиенты для этих таблеток, и, если какие-либо из этих таблеток будут вынесены во внешний мир, бесчисленное количество культиваторов интеграции тела начали бы войну из-за них. В конце концов, у расы людей и демонов было очень мало видов таблеток, которые могли бы усилить магическую силу культиватора интеграции тела, и объем производства этих таблеток был совершенно жалким. Даже если некоторые культиваторы интеграции тела завладеют такими таблетками, они приберегут таблетки для попыток прорыва, поскольку они слишком драгоценны, чтобы их можно было употреблять в обычном режиме. Однако с помощью своего таинственного маленького пузырька Хань Ли мог принимать по одной из этих таблеток каждые несколько дней. Если бы другие культиваторы интеграции тела узнали о его возмутительном графике приема таблеток, они, скорее всего, умерли бы от зависти. Таким образом, Хань Ли смог улучшить свою магическую силу в 7-8 раз быстрее, чем у обычных культиваторов интеграции тела. В результате он уже добился значительных улучшений после всего лишь 200 лет культивации. Если бы он смог овладеть последней стадией хаотического тела тысячи ядов, он был уверен, что сможет перейти к средней стадии интеграции тела спустя примерно еще 100 лет культивации. С его невероятно мощным физическим телом и духовным чутьем, а также с его практически бесконечным запасом таблеток, его шансы прорваться через это узкое место были относительно высокими, хотя для многих из его сверстников оно было практически непреодолимым. Внезапно из тела Хань Ли вспыхнул лазурный свет, и он медленно поднялся в воздух, все еще сидя со скрещенными ногами. Он парил в воздухе, пока не оказался прямо над гигантским котлом, после чего вся его одежда была снята во вспышке лазурного света, и он нырнул прямо в котел внизу. Яркая разноцветная ядовитая жидкость немедленно окутала все его тело, за исключением головы, и из серебряного пламени снаружи котла внезапно раздался птичий крик. Из пламени сформировалось несколько серебряных огненных воронов, каждый из которых был около фута в размере, и они хлопали крыльями, летая вокруг котла, вырывая постоянные потоки серебряного пламени из своих клювов. Жидкость в котле сразу же начала резко нагреваться, и облако пятицветного ядовитого тумана заполнили всю комнату. Хань Ли было невозможно увидеть сквозь туман, и изнутри изредка можно было слышать лишь серию потрескиваний и хлопков. Время медленно шло, и ограничения вокруг участка, на котором культивировал Хань Ли, оставались нетронутыми. Это место было совершенно тихим и безлюдным, за исключением тех случаев, когда трое учеников Хань Ли приходили проверить ограничения. Несколько лет спустя Ци Линси успешно проявил зарождающуюся душу и стал полноценным стражем города высшего неба. После нескольких десятилетий упорной культивации Байгоэр также наконец достиг поздней стадии формирования ядра. Однако, чтобы найти катализатор, который позволил бы ей проявить зарождающуюся душу, она отправилась в одинокое путешествие по человеческим регионам. Перед уходом она попрощалась с Хань Ли перед морем пятицветного тумана. Хай Юйтянь также достиг средней стадии формирования ядра, и после ухода Байгоэр стал учеником, который наиболее часто посещал место, где культивировал Хань Ли. Так пролетели 120 лет. В этот день Хай Юйтянь летел по воздуху на полупрозрачном каное в нескольких десятках километров от пещерной резиденции Хань Ли. Внезапно выражение его лица слегка изменилось, и он немедленно запечатал каноэ, чтобы внезапно остановиться. Затем он с недоумением посмотрел вдаль и был встречен видом столба пятицветного ветра. Столб ветра был около 10 тысяч футов в высоту, и вокруг него сверкали бесчисленные дуги молний и грохотал гром. Столб ветра был расположен прямо на пике пещерной резиденции Хань Ли, и, когда он обнаружил это, на лице Хай Юйтяня появился намек восторга, когда он пробормотал себе под нос: неужели мастер собирается совершить прорыв? Явления на расстоянии длились почти полдня, прежде чем, наконец, рассеялись, и все вернулось к норме. Увидев это, Хай Юйтянь сразу же направил свое каноэ к пещере Хань Ли, и вскоре после этого он прибыл к лазурным каменным воротам, прежде чем быстро спуститься. Хай Юйтянь поспешно вошел в зал пещерной резиденции и был встречен видом мужчины и женщины, сидящих друг напротив друга. Восторг на его лице сразу же стал более явным, когда он воскликнул: «Мастер! Вы действительно вышли из уединения». Мужчина, естественно, был никем иным, как Хань Ли, только что вышедшим из уединения, а женщина рядом с ним была госпожой Ледяным Фениксом, который также много лет культивировала в резиденции. Давно не виделись, Юйтян. Этот феномен действительно был вызван моим прорывом к средней стадии интеграции тела.
К счастью, фея Феникс присутствовала, чтобы активировать ограничение, что серьезно ограничило явление, созданное притоком первозданной Ци. В противном случае мы могли бы привлечь много ненужного внимания, ответил Хань Ли с улыбкой. Глава 1847. Недавно мутировавшие золотые прожорливые жуки. Ты слишком добр, брат Хань. Ограничения, которые ограничили это явление, были теми, что ты установил заранее. В противном случае я бы не смог ничего сделать с моими силами, усмехнулась ледяной Феникс. Итак, вы действительно продвинулись до средней стадии интеграции тела. Это фантастика. Теперь вам не придется бояться даже культиваторов на поздней стадии интеграции тела, мастер. Взволнованно воскликнул Хай Юйтянь. Что за чушь ты несешь? Я не смогу сравниваться с культиваторами на поздней стадии интеграции тела. Между прочим, ты вернулся как раз в нужное время. Я вскоре планирую отправиться в первозданный мир, и даже если все пойдет гладко, скорее всего, пройдет столетие или два, прежде чем я вернусь. Перед моим отъездом я должен увидеть тебя, твоего боевого брата и боевую сестру, чтобы я мог дать вам кое-какое руководство в вашей будущей культивации. Вы трое должны стремиться стать намного более могущественными до начала дьявольских бедствий. Я слышал от феи Феникса, что Ци Линси уже достиг стадии зарождающейся души, а Гоэр также достигла поздней стадии формирования ядра, так что она также сможет проявить зарождающуюся душу в течение следующих 100 лет. Напротив, ты продвигаешься слишком медленно, серьезно сказал Хань Ли. Хай Юйтянь был довольно встревожен серьезным тоном голоса Хань Ли, и он возразил: «Но, мастер, я занимаюсь одновременной культивацией, поэтому для меня нормально прогрессировать немного медленнее». Я не расслаблялся все это время в своей культивации. Я, естественно, осознаю, насколько сложна одновременная культивация, но думаешь, высших дьяволов волнуют твои проблемы. Только став более могущественными, ты сможешь обеспечить свое собственное выживание во время дьявольских бедствий, выругал его Хань Ли. Хай Юйтянь не осмелился спорить дальше и ответил: «Да, мастер, я обязательно буду усерднее работать над своей культивацией». Хорошо, я собираюсь уведомить Ци Линси и Гоэр с помощью талисманов тысячи расстояний, чтобы они вернулись как можно быстрее. А пока я дам тебе несколько советов по культивации, так что не возвращайся в город высшего неба. А пока мне нужно кое-что обсудить с феей Феникс наедине, с тобой я поговорю позже, проинструктировал Хань Ли. Да, мастер, уважительно ответил Хай Юйтян и вышел из зала. После своего ухода Хань Ли с улыбкой повернулся к ледяному Фениксу и сказал: «Поздравляю, фея Феникс, ты не только восстановила свою прошлую базу культивации, но и улучшилась. Это все благодаря тебе, брат Хань. Без твоего щедрого запаса таблеток я бы не смог так быстро выздороветь. Однако мой прогресс — ничто по сравнению с твоим, брат Хань. Прогрессировать с ранней стадии интеграции тела до средней стадии всего за несколько столетий — это поистине удивительный подвиг. Я полагаю, ты планируешь совершить прорыв к поздней стадии до начала дьявольского бедствия», сказала ледяной Феникс с улыбкой. «Хе-хе, я действительно планирую это сделать. Скорее всего, мне придется позаимствовать у тебя инскую Ци Небесного Феникса, когда придет время», ответил Хань Ли. «Будь уверен, брат Хань, к тому времени я тоже должна быть на пике стадии божественной трансформации, и моя первозданная инская Ци будет для тебя еще более эффективной». Читая фолианты в пещерной резиденции, я узнал о том, насколько сложно прорваться к поздней стадии интеграции тела. «Насколько ты уверен в этом, брат Хань?» — спросила ледяной Феникс. «Хе-хе, наша человеческая раса насчитывает более 100 культиваторов интеграции тела, но менее 10 из них достигли поздней стадии. Все даосисты, достигшие этого уровня, обладают исключительными талантами, поэтому я определенно не осмелился бы заявить, что у меня есть шанс достичь этой стадии. Все, что я могу сделать, это отдать все, что у меня есть», неоднозначно ответил Хань Ли. «Хе-хе, если бы кто-то еще сказал это мне, я бы им поверила, но, учитывая, что мы говорим о тебе, брат Хань, я уверена, что у тебя есть по крайней мере на 40% вероятности достичь поздней стадии интеграции тела», сказала ледяной Феникс с намеком на коварство в глазах. Услышав это, Хань Ли слегка запнулся, но тут разразился смехом. «Ха-ха, если ты так хочешь думать, то я, конечно, не могу ничего сказать, чтобы изменить твое мнение. Говоря о твоих планах совершить прорыв на позднюю стадию интеграции тела, я должна сказать, что это не мудрое решение оставлять человечество на столь долгое время в такое время. Дьявольские бедствия неизбежны, и мы можем заключить союз с несколькими соседними расами, но это только сделает первозданный мир вокруг территорий этих рас еще более хаотичным», продолжила ледяной Феникс, и на ее лице появилось озабоченное выражение. «Я, естественно, осознаю это, но это путешествие чрезвычайно важно, и я должен его предпринять», серьезно ответил Хань Ли. «В таком случае, уверена, что у тебя есть свои причины, и я не буду пытаться тебя отговаривать.
Однако ты только что совершил прорыв к средней стадии интеграции тела, поэтому я бы посоветовал тебе консолидировать базу культивации перед тем, как отправиться в путешествие, сказала ледяной феникс с кривой улыбкой. Спасибо за заботу, фея Феникс. Я не собираюсь уходить прямо сейчас. Пройдет как минимум 2-3 года, прежде чем я отправлюсь в это путешествие. В течение этого времени мне придется побеспокоить тебя, чтобы ты позаботилась о моих учениках, с улыбкой сказал Ханли. Хе-хе, даже если бы ты не спросил, я бы обязательно проинструктировала их, так что можешь не сомневаться, брат Хань, ответила ледяной феникс с улыбкой. Хань Ли был в восторге, услышав это, и сказал: тогда я должен заранее поблагодарить тебя, фея Феникс. Между прочим, после моего отъезда, если ты столкнешься с некоторыми непреодолимыми проблемами, ты можешь воспользоваться моей личностью и найти семью Гоу или буддийского монаха Цзинь Юэ из города Высшего Неба с помощью талисмана, подтверждающего мою личность. 2 месяца спустя Ци Линси поспешил обратно в пещерную резиденцию Хань Ли из города Высшего Неба, и Бай Гоэр также вернулась через полгода. Таким образом, 3 учеников получили наставления от Хань Ли лично, и все вопросы, которые у них возникли в процессе культивации, были быстро решены. Благодаря усилиям Хань Ли сохранить конфиденциальность этой информации, никто из внешнего мира не знал, что он достиг средней стадии интеграции тела. Таким образом, 3 года пролетели в мгновение ика. В этот день ворота пещерной резиденции открылись, и оттуда появился Хань Ли в своей обычной лазурной одежде, а за ним следовали фея Ледяной Феникс и 3 его названных учеников. Нет необходимости сопровождать меня дальше, фея Феникс. В мое отсутствие вы 3 должны усердно трудиться в своей культивации. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, вы можете посоветоваться с феей Феникс, сказал Хань Ли своим ученикам, а затем кулак в знак прощания с феей Феникс. Да, мастер, мы обязательно останемся сознательными в своей культивации. Удачного пути, брат Хань. Все 3 учеников поклонились в глубоком почтении, а Ледяной Феникс также сделала прощальный реверанс. Хань Ли кивнул, и его тело метнулось прочь во вспышке лазурного света. Спустя несколько мгновений он исчез вдалеке. Ледяной Феникс отвела взгляд от Хань Ли и повернулась к ученикам. «Давайте вернемся. Надеюсь, ваш мастер скоро вернется. Не спешите покидать пещерную резиденцию. Обязательно тщательно усвойте всю информацию, которую ваш мастер передал вам». Троица, естественно, ответила утвердительно, после чего все 4 вернулись в пещерную резиденцию. Лазурные каменные ворота снова закрылись, и в их окрестностях вернулась тишина и покой. Тем временем полоска лазурного света улетела с большой скоростью, и в ней Хань Ли со странным взглядом созерцал что-то. Внезапно он зашелестел рукавом, и шар золотого света вырвался изнутри, прежде чем вращаться вокруг него. Он сделал хватательное движение рукой, и из золотого света раздался жужжащий звук. Затем золотой свет погас, открыв грозного жука размером с кулак. Жук был мерцающего золотого цвета и был полностью идентичен по внешнему виду его обычным зрелым золотым прожорливым жукам, за исключением того, что у него были яркие красочные узоры по всему телу. Хань Ли уставился на насекомое и внезапно засвистел. Жук резко расправил крылья, а затем быстро взмахнул ими, в то время как яркие узоры по всему его телу загорелись пронзительным сиянием. Затем последовала невероятная сцена. Узоры на теле жука искривлялись и искривлялись, и постепенно оно становилось прозрачным, сливаясь с духовным светом вокруг него. Хань Ли поднял руку, и духовное насекомое поднялось в воздух, исчезнув в мгновение ика, как будто оно никогда не появлялось. Увидев это, на лице Хань Ли появилась слабая улыбка, и он внезапно сделал хватательное движение. Разноцветный свет вспыхнул между его пальцами, и спрятавшееся духовное насекомое снова раскрылось, крепко пойманное в его руках. Однако тело насекомого, казалось, все еще то вспыхивало, то исчезало. Эти радужные таблетки действительно столь же эффективны, как гласят легенды. Они заставили уже зрелых золотых прожорливых жуков мутировать и снова развиваться. Теперь они не только стали намного быстрее, чем раньше, но и приобрели способность маскировки. «Эта способность будет очень полезной в бою», — пробормотал Хантли, и на его лице появилась довольная улыбка. Этот свирепый на вид жук был никем иным, как одним из его недавно мутировавших золотых прожорливых жуков. Мутация произошла после того, как они проглотили радужные таблетки, которые Хань Ли обработал, используя демонические ядра летучей радужной рыбы, которые он получил в огромной ледяной области, и Хань Ли был очень доволен этим результатом. Эти новые жуки не только обрели способность скрывать себя по желанию, но и стали гораздо более могущественными и свирепыми, чем они были в прошлом. Хань Ли был уверен, что, если он сможет контролировать 10 тысяч этих духовных насекомых одновременно, и даже культиватору на поздней стадии интеграции тела придется спасаться от него бегством. К сожалению, даже после достижения средней стадии интеграции тела его духовное чутье все еще было недостаточно сильным, чтобы поддерживать сразу столько этих жуков.
Однако, если он сможет перейти на позднюю стадию интеграции тела, а затем освоить вторую стадию техники духовного очищения, у него будет очень хороший шанс, что он сможет управлять таким количеством золотых прожорливых жуков. Вот почему Хань Ли так стремился перейти к стадии поздней интеграции тела. Как только он достигнет этого уровня, он сможет получить новый козырь. Помня об этом, он испустил слабый вздох и вернул жука обратно в рукав. Лазурный свет вокруг него слегка задрожал, и он ускорился на пути в город высшего неба. Глава 1848. Приближающаяся дьявольская тень. В воздухе над бескрайней желтой пустыней парила бронзовая боевая карета, запряженная парой гигантских серебряных соколов, и сверкала слабым лазурным светом, летя на небольшой высоте. Внезапно человек в карете поднял руку и, махнув ей в воздухе, выпустил пространственные колебания, после чего из ниоткуда возникла полоска лазурного меча Ци длиной более 100 футов, а затем нанесла удар вниз. Затем массивный меч мгновенно исчез в желтом песке внизу, после чего раздался оглушительный рев, и песок поблизости немедленно взорвался вверх, как обратный водопад. Из желтого песка появился гигантский древний зверь длиной более 1000 футов. Зверь напоминал огромного тутового шелкопряда, и его телу удалось лишь несколько раз отчаянно корчиться в воздухе, прежде чем оно внезапно разделилось на несколько частей и рухнуло вниз под проливным ливнем зеленой крови. Между тем боевая карета просто продолжила двигаться без остановки и исчезла вдали после нескольких вспышек. На протяжении всего этого процесса глаза Хань Ли оставались закрытыми, пока он сидел в карете, скрестив ноги. Убив этого гигантского древнего зверя, он снова опустил руку и продолжил культивировать. Глубоко в неизвестном море находился огромный дворец, а в секретной комнате этого дворца в воздухе висел гигантский малиновый кокон. Кокон был диаметром около 80 футов, и этот кокон выпускал бесчисленные малиновые нити. Нити покрывали каждый угол всей секретной комнаты, не оставляя нетронутым ни единого кармана. Сам малиновый кокон был полупрозрачным, и, глядя на него сквозь все малиновые нити издалека, можно было различить черную тень внутри кокона, которая постоянно менялась в размерах. Если бы кто-то подошел к нему немного ближе, их бы встретил звук периодического глухого удара, напоминающий ритмичное и мощное, но чрезвычайно медленное сердцебиение. В воздухе над неким массивным каньоном на континенте Тянь-Юань красавица в белом и отвратительный человек в черном парили в воздухе, плотно окруженные десятками тысяч чужеземных существ. У всех этих чужеземных существ была зеленая кожа с очень длинными шеями, а их передние конечности были похожи на пары острых лезвий. Они напоминали серию гигантских богомолов. Долина внизу уже была завалена бесчисленными трупами их собратьев, что создавало ужасающее зрелище. У человека в черном не было никаких следов крови на теле, но он испускал огромную зловещую ци, и обе стороны его лица были покрыты черной чешуей размером с медную монету. Он также закатал рукава, обнажив пару угольно-черных рук, и его руки превратились в 10 острых лезвий, придавая ему очень угрожающий вид. Напротив, женщина в белом стояла на вершине гигантского розового цветка с чрезвычайно спокойным и умиротворенным выражением лица. Несмотря на то, что их было всего двое, десятки тысяч инопланетян вокруг них могли только смотреть на них в шоке и ярости, но они не осмеливались приблизиться к дуэту. «Я скажу это последний раз. Отдайте святой цветок вашей расы зеленых конечностей, и я немедленно уйду. В противном случае вы не оставите мне другого выбора, кроме как убить всех вас, а затем пойти и забрать святой цветок», сказала женщина в белом беспечным голосом, как будто совершение геноцида было для нее обычным делом. У лидера чужеземных существ была кожа немного более темного цвета, чем у его собратьев, и он, бросив обиженный взгляд на человека в черном, сказал: «Святой цветок — самое драгоценное сокровище нашей расы, как мы можем отдать посторонним. Вы действительно обладаете исключительными способностями, старшая, но это просьба, которую мы не можем выполнить». Он был существом на средней стадии интеграции тела, и это уже сделало его самым могущественным среди своих собратьев. Позади него стояли 3 существа с зелеными конечностями на ранней стадии интеграции тела, и у всех их глаза горели негодованием и яростью. Во время только что последовавших ужасных сцен они были совершенно бессильны, обездвижены подавляющей аурой женщины в белом, в то время как мужчина в черном убивал их братьев толпами. Их собратья сопротивлялись изо всех сил, но более 1000 из них все еще были убиты за очень короткое время. Удивительные силы и жестокие методы этого дуэта вызвали в них не только жгучую ярость, но и сокрушительное чувство бессилия. Они знали, что их раса действительно была на грани уничтожения. Меня все это не волнует. Либо вы отдадите святой цветок, либо я сотру всю вашу расу из мира духов. У вас нет альтернативных вариантов, холодным тоном сказала женщина в белых одеждах. Великий старейшина расы зеленых конечностей долго колебался, а затем ответил: «Не кажется ли вам, что такое поведение для культиватора стадии Великого Вознесения неприемлемым? Не пытайся раздражать меня. Святой цветок вашей расы чрезвычайно полезен для меня, поэтому я возьму его, несмотря ни на что».
Не думай, что вы сможете найти выход из этой ситуации. Я буду считать до 10. Если к тому времени вы не отдадите святой цветок, мне придется забрать его силой, сказала женщина в белом с улыбкой, но сердца всех существ расы зеленых конечностей упали в виде ее красивой улыбки. 1. 2. Женщина в белом действительно начала обратный отсчет. Ее голос был чрезвычайно восхитителен и приятен для ушей, но для окружающих существ расы зеленой конечности это звучало как смерть, стучащаяся в их двери. «Хорошо, я передам святой цветок», наконец сказал старший старейшина расы зеленых конечностей слабым и покорным тоном. «Это очень мудрое решение. Пока вы готовы передать святой цветок, я, естественно, больше не буду беспокоить вашу расу», сказала женщина в белом с улыбкой, поправляя несколько случайных прядей волос за ухом. В остальном процесс был очень простым. По указанию старшего старейшины расы зеленых конечностей, одно из существ немедленно спустилось в долину и нанесло визит в ограниченную зону расы зеленых конечностей. Примерно через час существо вернулось и предложило зеленую деревянную коробку женщине в белом с выражением горя и возмущения на лице. Женщина даже не открыла коробку, она просто на короткое время направила к нему свое духовное чутье, после чего ее лицо немедленно упало. Человек в черном зашевелился, увидев это, и в его глазах снова появилось злобное выражение. Это было довольно тревожным зрелищем для окружающих существ расы зеленых конечностей, и они сразу же напряглись, ожидая новой бойни со стороны этого бессердечного дуэта. К счастью, в следующее мгновение женщина в белом просто приказала одетому в черное мужчине покинуть это место, после чего ее гигантский розовый цветок унес ее в виде шара красного света. Мужчина в черной мантии немедленно последовал за ней в облаке черной ци. Спустя несколько мгновений они оба исчезли вдалеке, и все существа расы зеленых конечностей вздохнули с облегчением. Несмотря на то, что они потеряли свой священный цветок, для такой слабой расы, как они, уже было довольно удачно, что им удалось избежать полного уничтожения. Великий старейшина отдал приказ, и все существа расы зеленых конечностей немедленно полетели в долину, чтобы убрать останки своих собратьев. Между тем, женщина в белом и мужчина в черном были уже за десятки тысяч километров. После некоторого полета человек в черном не мог не спросить: «Священный предок, разве этот святой цветок не тот предмет, который вы ищете?» «Нет, это всего лишь духовный цветок, внешне похожий на тот, который я ищу. Это все еще чрезвычайно редкий духовный предмет в этом мире, но он не очень полезен для меня», ответила женщина в белом спокойным голосом. «Значит, наши усилия снова оказались тщетными», разочарованно вздохнул человек в черном. «Эту вещь не так-то просто найти. Мы уже просмотрели основные расы в этой области, пора перейти в соседние области. Континент Тянь-Юань не намного больше, чем громовой континент, но есть отличие. На этом континенте в несколько раз больше рас, чем на громовом континенте, так что поиск займет некоторое время», ответила женщина в белом. «Да, госпожа», — уважительно ответил мужчина в черном и замолчал, не осмеливаясь задавать дальнейшие вопросы. 80 лет спустя группа существ расы летающих духов изо всех сил махала крыльями, стремительно летя над огромным синим океаном. В группу входили как мужчины, так и женщины, но все они были очень молоды, и большинство из них находилось на стадии формирования ядра, а даже самые сильные из них только на стадии зарождающейся души. Когда они отчаянно летели по воздуху, они постоянно оглядывались назад с ужасом в глазах. Вдалеке внезапно появилась серебряная нить, которая начала приближаться к ним со скоростью, видимой невооруженным глазом. Непрерывный взрыв грохота также раздался изнутри серебряной нити, и ужас на лицах существ расы летающих духов еще больше усугубился. Все они начали изгонять глотки эссенции крови или использовать секретные техники спасения жизни, или призывать все виды сокровищ и талисманов. В результате все эти существа расы летающих духов резко ускорились, но даже в этом случае им едва удалось сохранить примерно такую же скорость, как у серебряной нити. Пролетев еще почти 2 часа, существа расы летающих духов, наконец, исчерпали магическую силу и снова начали замедляться. Серебряная нить позади них тут же взметнулась, сократив большую часть расстояния между ними в мгновение ока. При ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что серебряная нить представляла собой море сильных ветров, которым не было видно ни конца, ни края, и она неслась к ним с невероятной скоростью. Море ветра было не только чрезвычайно широким, но и охватило все небо на расстоянии, и внутри него было бесчисленное количество разрядов молний и града. Оттуда доносился непрекращающийся грохот, и это было довольно жутко. Существа расы летающих духов находились менее чем в 100 километрах от морского ветра, и они были бы унесены ветром в считанные секунды. На лицах всех появилось выражение отчаяния. Они отправились в это путешествие в море в рамках своей подготовки только для того, чтобы столкнуться с катастрофой Серебряного прилива, широко известной в этой области моря. Перед лицом такой катастрофы их шансы выжить были очень малы. Даже в этом случае они, естественно, не собирались просто сдаваться и смириться со своей судьбой. Одно из существ расы летающих духов стадии зарождающейся души издало громкий рев,
и все стиснули зубы, перестав убегать. Затем они быстро сформировали странную формацию, после чего каждый вытащил флаг формации из своих браслетов хранения и начал отчаянно размахивать ими. Глава 1849. Возвращение в расу летающих духов. От флагов формации распространялись ореолы света, формируя сферический шар, который закрыл их собой внутри. Шар света, казалось, обладал впечатляющими защитными способностями, но все существа расы летающих духов внутри него все еще находились в полном отчаянии, глядя на приближающееся море ветра. Перед лицом этого широко известного серебряного прилива даже их защитная формация не сможет продержаться очень долго. Это было подтверждено бесчисленным множеством других людей, павших в этой катастрофе. Перед лицом этого серебряного прилива у тех, кто был ниже стадии божественной трансформации, практически не было шансов на выживание, но и существам на стадии божественной трансформации пришлось бы искать в небесах шанса выжить в таком испытании. И единственными существами, которые могли спасти так много из них одновременно, были существа на поздней стадии пространственного закаливания или стадии интеграции тела, но шансы, что такое могущественное существо просто случайно будет проходить мимо, стремились к нулю. Группу возглавляли мужчина и женщина, оба находились на поздней стадии зарождающейся души. Они вдвоем в панике обсуждали ситуацию, но по их напряженным выражениям лиц было ясно, что их обсуждение не принесло никаких плодов. В этот момент Серебряный прилив находился всего в 10 километрах от них и собирался мгновенно затопить их. Однако прямо в этот момент одно из существ расы летающих духов внезапно восторженно закричало: «Смотрите, кажется, в этом Серебряном приливе кто-то есть». Другие существа расы летающих духов были поражены, услышав это, и поспешно повернулись в том же направлении. Конечно, в Серебряном приливе действительно было пятнышко лазурного света, и в лазурном свете, казалось, была человекоподобная фигура. Однако из-за разрушительной и хаотической первозданной мирской ци в Серебряном приливе существа расы летающих духов не могли идентифицировать человека в лазурном свете, используя свое духовное чутье. С того места, где они находились, они могли видеть, что пятнышко лазурного света летит очень устойчиво, совершенно не обращая внимания на молнии и град в море ветра. Существа расы летающих духов чувствовали себя так, будто небеса не спаслали Спасителя. Два недавно появившихся существа расы летающих духов стадии зарождающейся души переглянулись между собой и немедленно издали пронзительный крик в унисон. Их контрастирующие женский и мужской голоса дополняли друг друга и сумели заглушить грохот Серебряного прилива. Их голоса менялись по высоте ритмично. Это был особый сигнал СОС среди расы летающих духов. Пока другой человек в Серебряном приливе не был глухим, он определенно заметил бы эту группу существ расы летающих духов. Разумеется, пятнышко лазурного света на мгновение дрогнуло, как только раздался длинный крик, и фигура в лазурном свете удивленно повернулась к группе. Какой ветви расы летающих духов вы принадлежите? Как вы сюда попали? Изнутри шара света внезапно раздался незнакомый мужской голос, который был слышен всеми. Существо расы летающих духов на поздней стадии зарождающейся души мужского пола пришло в восторг и поспешно закричало в ответ: «Мы — ученики рас 5 цветов, белого нефрита и Тяньпена, и мы приехали сюда для обучения. Мы и представить себе не могли, что столкнемся с Серебряным приливом. Пожалуйста, спасите нас, старший». Однако после этого незнакомый мужчина долго молчал и больше не передавал им свой голос. Это заставило сердце существ рас летающих духов снова задрожать. Если этот человек не был уверен в своей способности спасти их всех в этом Серебряном приливе, то он, естественно, не стал бы рисковать, чтобы спасти их за свой счет. Однако он ушел не сразу и, казалось, колебался, так что надежда в их сердцах не была полностью разбита. В этот момент море ветра уже поглотило их, и шар света вокруг них дрожал от бесчисленных градин и ударов молний. Сразу же раздались раскаты грома и оглушительный грохот, и кажущийся надежным шар света начал яростно дрожать. Казалось, что он может расколоться в любой момент. Существа расы летающих духов были чрезвычайно встревожены этим, и два недавно появившихся существа стадии зарождающейся души среди них немедленно испустили громкие крики. В ответ все усилили хватку вокруг флагов формаций, которые держали в руках, и изо всех сил вложили в них свою духовную силу. Таким образом, сферический барьер был снова стабилизирован, но они явно не могли поддерживать этот уровень расхода магической силы слишком долго, поэтому их надежды на выживание по-прежнему зависели от того человека вдалеке. Наконец, снова раздался незнакомый мужской голос. «Хорошо, раз уж в вашей группе есть существа Тяньпен, я не могу просто стоять в стороне и смотреть. Я заберу вас из этого места». Существа расы летающих духов пришли в восторг от его слов, но прежде, чем они успели передать свой голос в ответ, над ними внезапно раздался особенно громкий удар грома. Толстые молнии яростно вспыхивали и переплетались, образуя сеть серебряной молнии, диаметр которой превышал 100 футов. В центре молнии появился человек в лазурном одеянии с парой полупрозрачных крыльев на спине.
Он холодно посмотрел вниз и сделал печать заклинания рукой, после чего послышалась череда громких ударов грома, и сверху спустилась молния. В тот момент, когда сеть молнии вошла в контакт со сферическим световым барьером, последний с легкостью разорвался на части, и существа расы летающих духов были этим сильно встревожены. Прежде чем они успели среагировать, их зрение полностью залило серебряным светом, и их поразило головокружение, прежде чем они растворились в воздухе в сети молнии. В следующее мгновение громкий раскат грома прогремел за тысячи километров над участком океана, которого серебряный прилив еще не достиг, и молниеносная сеть вновь появилась из воздуха. Все пойманные в ловушку существа расы летающих духов были телепортированы в это место молниеносной сетью. Спасаясь от того, что они считали верной смертью, они озадаченно огляделись вокруг и закричали от восторга, обнаружив, что действительно были спасены. Существо расы летающих духов на поздней стадии зарождающейся души, мужчина, взглянул на парящего в воздухе над ними человека в лазурных одеждах и сказал: «Спасибо за спасение наших жизней, старший. Возможно, вы старейшина расы Тянь-Пен?» Он был совершенно не способен проверить базу культивации этого мужчины в лазурных одеждах, поэтому сразу же почтительно поклонился, говоря слова благодарности. Все остальные в группе, естественно, также обнаружили, что их спаситель стоит над ними, и они поспешно протянули почтительные поклоны. Казалось, что этому мужчине в лазурной мантии было всего 20 с небольшим, и он ответил со слабой улыбкой: «Хе-хе, конечно, нет. Просто у меня есть некоторые связи с расой Тянь-Пен, поэтому я не могу просто стоять в стороне и смотреть, как члены расы Тянь-Пен гибнут прямо у меня под носом». Естественно, этим человеком был никто иной, как Ханли, который, наконец, достиг территории расы летающих духов после более чем 80-летнего путешествия. Его нынешние способности были сравнимы со способностями существ на поздней стадии интеграции тела, поэтому он не столкнулся с какой-либо реальной опасностью во время этого путешествия, но, тем не менее, на своем пути он встретил довольно много препятствий. Он был вынужден объехать несколько чрезвычайно опасных регионов, что продлило его путь более чем на 10 лет, и только после этого он прибыл в это место. Ни один из существ расы летающих духов в группе не был настолько могущественным, но казалось, что они обладали довольно важными статусами в расе летающих духов. У женщины на поздней стадии зарождающейся души, находящейся среди них, была пара пятицветных крыльев, поэтому она явно принадлежала к пятицветной расе. Она сказала почтительным голосом: «В любом случае, мы обязаны вам жизнью. Не могли бы вы одарить нас знанием вашего уважаемого имени? Мы обязательно сообщим об этом нашим старейшинам, чтобы они могли поблагодарить вас за ваши действия». «Нет нужды благодарить меня. Так случилось, что я проходил мимо, и для меня было несложной задачей спасти вашу группу. Однако я культивировал в первозданном мире в течение долгого времени, поэтому я не слишком много знаю о ситуации в расе летающих духов. Не могли бы вы рассказать мне о событиях, которые произошли за последние несколько столетий?» — спросил Ханли. Женщина из пятицветной расы ответила: «Конечно. За последние несколько столетий в нашей расе летающих духов произошло много важных событий, но самым заметным из них на сегодняшний день является то, что наша раса летающих духов, наконец, покорила земную бездну после внезапного исчезновения там монархов-демонов». Хань Ли был весьма удивлен, услышав это, но его выражение лица осталось неизменным, когда он сказал: «Земная бездна была покорена? Это действительно серьезное событие. Расскажите мне об этом подробнее». «Да, старший. Это довольно длинная история, и я должна начать с рассказа вам об испытаниях святых учеников, которые имели место несколько сотен лет назад». Таким образом, женщина начала свой рассказ. Вскоре после этого лазурный свет вспыхнул от тела Ханли, и он улетел от группы существ расы летающих духов, быстро исчезнув вдалеке. После ухода Ханли существо на поздней стадии зарождающейся души, мужчина, нахмурив брови, внезапно сказал: «Младшая боевая сестра Сюань, как ты думаешь, не будет ли проблем, что мы раскрыли так много информации этому человеку?» «Что ты имеешь в виду, брат Мян?» Слегка озадаченно спросила пятицветная женщина. Мужчина, немного помедлив, сказал: «Просто этот старший так и не назвал нам своего имени, и никто из нас никогда его раньше не видел, так что он, возможно, не является членом нашей расы летающих духов». Конечно, нет. У этого старшего явно есть пара духовных крыльев, и он появился в этой области. Так как же он мог не быть членом нашей расы летающих духов, кто-то еще в группе возразил. Действительно, этот старший заявляет, что у него есть некоторые связи с расой Тянь-Пен, и что он может управлять молнией, что является одной из характерных способностей расы Тянь-Пен. Вдобавок ко всему, если бы он действительно был самозванцем, пытающимся проникнуть в нашу расу летающих духов, тогда почему он спас нас? Если бы он только хотел получить от нас информацию, он бы убил нас до своего ухода, чтобы мы не распространяли слух об этой встрече. «Я думаю, что вы немного параноик, брат Мян», — сказала пятицветная женщина с беспечной улыбкой. Мужчина все еще не был полностью убежден, но он заставил себя улыбнуться и кивнул в ответ. «Возможно, так».
пятицветная женщина продолжила: «Даже если он действительно был чужеземцем, все, что я ему раскрыла, является общеизвестным для членов нашей расы, поэтому я не рассказала ему никаких конфиденциальных секретов, а это значит, что беспокоиться ни о чем. На данный момент нашим главным приоритетом должно быть уйти подальше от этого места. Если Серебряный прилив снова настигнет нас, тогда мы действительно погибнем. В самом деле, нам лучше уйти отсюда как можно быстрее». Ты права, старшая боевая сестра Сюань. Человек, который только что спас нас, явно обладает непостижимыми способностями. Даже если он действительно чужеземное существо, мы не можем что-то с ним поделать. Мы должны сосредоточиться на обеспечении нашей собственной безопасности. Другие существа расы летающих духов согласились, и некоторые из них даже начали оглядываться по сторонам со страхом в глазах. Глава 1850. Удивление. В этот момент Хань Ли был уже в нескольких тысячах километров от них, летя в виде полоски лазурного света с задумчивым выражением лица. Он узнал обо всех основных событиях, произошедших в расе летающих духов за последние несколько столетий, но большинство из этих событий не имели к нему никакого отношения, поэтому ему не нужно было обращать на них никакого внимания. Его внимание заслуживали только две вещи. Первая заключалась в том, что 4 демонических монарха земной бездны, похоже, не смогли вернуться из адской реки. В результате земная бездна была покорена расой летающих духов, и почти все демоны в земной бездне были истреблены. Во-вторых, Байби и Лэйлань, два святых ученика, появившихся несколько сотен лет назад, оба благополучно вернулись в расу Тяньпэн. Затем они стали святыми мастерами, спасая расу Тяньпэн от уничтожения. И Цин Юаньци, и раса Падёнок были связаны с адской рекой, и, похоже, внутри нее были спрятаны и другие важные секреты, поэтому неудивительно, что 4 демонических монарха оказались там в ловушке. Однако это немного затруднило ему доступ к адской реке. Направляющая координата, о которой они договорились с Цин Юаньци, лежала глубоко в земной бездне. Если бы он не смог добраться до этого места, он не смог бы войти в адскую реку даже с той копией звездных доспехов, которую ему дали. Даже 4 монархам пришлось потратить огромное количество времени и усилий, чтобы открыть проход к адской реке. Его нынешние способности были сопоставимы с таковыми у культиватора на поздней стадии интеграции тела, но он все еще не был уверен в своей способности совершить такой монументальный подвиг в одиночку. Что касается его отношений с расой Тяньпэн, они были довольно неоднозначными. Когда-то он выдавал себя за святого ученика расы Тяньпэн и сумел получить от них 12 пробуждающих трансформаций, но в то же время старейшины расы Тяньпэн загнали его в земную бездну, где он чуть не погиб от рук 4 демонических монархов несколько раз. Однако, если он снова захочет получить доступ к земной бездне, есть хороший шанс, что ему придется обратиться к ним. После долгих размышлений над этой проблемой, он внезапно перевернул руку и достал голубую нефритовую и круглую белую пластинки. Он приложил нефритовую пластинку к колбу, чтобы изучить содержащуюся в ней информацию, а затем убрал ее со своего лба и начал внимательно осматривать белую пластинку. После некоторого дальнейшего размышления он, казалось, наконец принял решение. Убрав 2 предмета, его лазурная полоска света, в которой он находился, резко ускорилась примерно вдвое по сравнению с первоначальной скоростью. 5 месяцев спустя шар ослепительного лазурного света пронесся по воздуху на расстоянии около 100 километров от священного города расы Тяньпэн. Еще не дойдя до города, из полоски лазурного света раздался ясный крик. Изначально звук был не очень громким, но безжалостным и настойчивым, и он быстро разнесся по воздуху над всем городом. Такой поразительный поворот событий, естественно, насторожил всех высокоранговых существ в священном городе, и несколько человекоподобных фигур немедленно выскочили из зданий в городе. Затем эти фигуры быстро поднялись в воздух и с недоумением посмотрели на приближающийся шар лазурного света. Лазурный шар света все еще находился на некотором расстоянии от них, но исходившая изнутри удивительно мощная аура поразила их чувством удушья. Как ни странно, эта аура была им чрезвычайно знакома, поскольку принадлежала Кунпену, божеству, которому поклонялись их расы. Тем не менее, единственный человек во всей их расе с такой чистой аурой Кунпен, казалось, был их великим старейшиной после того, как она претерпела трансформацию в Кунпена. Задумавшись об этом, все повернулись к молодой женщине в белом с парой золотых крыльев. Она стояла на месте со спокойным выражением лица, но в ее глазах было немного недоумения, глядя на приближающийся шар лазурного света. Это был никто иной, как великий старейшина расы Тяньпэн Цзиньюэ. Она была на пике стадии интеграции тела, поэтому, хотя она была очень встревожена аурой, исходящей от лазурного шара света, она не боялась ее. Она быстро сделала печать заклинания руками, и во вспышке золотого света она высвободила какую-то способность духовного глаза. Таким образом, она могла вглядываться прямо в мерцающий шар лазурного света, и выражение ее лица заметно изменилось. Рядом с ней стоял пожилой мужчина с красной бородой на ранней стадии интеграции тела и спросил: «Кто это, великий старейшина?»
У Цзинь Юэ было довольно своеобразное лицо, и она на мгновение помолчала, а затем покачала головой, когда она ответила: «Ты скоро узнаешь, старейшина Сюй». Услышав это, старейшина Сюй, естественно, не мог задавать никаких дополнительных вопросов, и другие старейшины стадии интеграции тела также хранили молчание, снова обратив внимание на приближающийся шар лазурного света. Спустя несколько мгновений световой шар на расстоянии прибыл перед ними среди сильных порывов ветра, после чего свет погас, открыв гигантскую лазурную птицу. Птица была около 100 футов в длину с перьями, которые выглядели так, как будто они были сделаны из железа и стали. Его когти были похожи на крючки, и он был полностью идентичен истинному духу Кун Пену. Несмотря на то, что все уже подозревали, что это так, их выражения лиц все же немного изменились при виде этого массивного Кун Пена. Прежде чем кто-либо из них успел что-то сказать, гигантская птица взмахнула крыльями, и протяжный крик, исходящий из ее клюва, внезапно оборвался. В следующее мгновение вокруг его тела закрутились лазурные руны, и оно резко увеличилось в размерах. После нескольких вспышек он увеличился до нескольких тысяч футов и стал напоминать небольшую гору. Его золотые глаза были чрезвычайно яркими, и всего лишь легким взмахом крыльев яростный ветер и сверкающие молнии немедленно пронеслись по окрестностям. Огромная аура, исходящая от тела гигантской птицы, заставила даже старейшин ранней стадии интеграции тела расы Тянь-Пен в изумлении отступить на несколько шагов. Цзинь Юэ оставалась неподвижной, но выражение ее лица также немного изменилось, и в ее глазах появилось восторженное выражение. «Кто ты? Ты должен быть членом нашей расы Тянь-Пен, чтобы развить трансформацию Кун-Пена до такой степени. Так почему ты не раскрываешь нам свою истинную форму?» Цзинь Юэ наконец заговорила, и ее голос был немного хриплым из-за ее недоверия. Гигантская птица взглянула на Цзинь Юэ и вдруг заговорила на человеческом языке. «Я рад видеть, что ты выглядишь такой же молодой, как и несколько веков назад, госпожа Цзин». Он не предпринял никаких усилий, чтобы повысить голос, но у старейшин расы Тянь-Пен все равно зазвенело в ушах. Недоверчивость на лице Цзинь Юэ стала еще более выраженной, и ей, казалось, пришла в голову мысль. «Может быть, ты...» «Хе-хе, похоже, ты меня узнала». Гигантская птица внезапно сжалась во вспышке лазурного света, и ее место занял улыбающийся человек в лазурных одеждах с парой крыльев на спине. Прежде чем Цзинь Юэ успел что-то сказать, старейшина Сюй и другая женщина в группе одновременно воскликнули: «Невозможно!» «Приветствую, старейшины!» Человек в лазурной мантии, естественно, был никто иной, как Ханли, и он повернулся к двум старейшинам с улыбкой, сложив кулак в знак приветствия. Остальные старейшины расы Тянь-Пен все еще оставались в неведении, и один из них спросил: «Узнаешь ли ты этого человека, брат Сюй? Он член нашей расы Тянь-Пен? Если да, то почему мы никогда не слышали о человеке с его способностями в нашей расе?» Однако старейшина Сюй и женщина, похоже, были слишком ошеломлены, чтобы ответить на эти вопросы. Когда Хань Ли в последний раз был в расе Тянь-Пен, другие старейшины выполняли миссии в другом месте, поэтому они, естественно, не узнали Хань Ли. Что касается Цзинь Юэ и двух других старейшин, они уже предполагали, что Хань Ли погиб в земной бездне, но он не только был жив, но и использовал такую удивительную трансформацию в Тянь-Пена и также стал существом святой расы, как они могли не удивиться. Так что это действительно ты, господин Даосист Хань. Похоже, ты с некоторыми чудесными возможностями в земной бездне, чтобы так быстро достичь ранга святой расы, наконец сказала Цзинь Юэ, и ее голос был намного спокойнее, чем все остальные ожидали. Я действительно столкнулся с некоторыми возможностями в земной бездне, но это не имеет ничего общего с моей нынешней базой культивации. Вместо этого я несколько раз чуть не погиб от рук 4 демонических монархов, вздохнул Хань Ли. Вот как. В любом случае, я должна поздравить тебя с тем, что ты достиг стадии святой расы. У меня никогда не было возможности поблагодарить тебя за твои усилия несколько сотен лет назад. Давай вернемся в город, чтобы наверстать упущенное. Я полагаю, ты вызвал такой переполох не только потому, что хотел с нами поболтать, верно? Внезапно сказал Цзинь Юэ с улыбкой. Мне действительно есть что обсудить с тобой, госпожа Цзинь, с улыбкой признал Хань Ли. Тогда, пожалуйста, пойдем со мной, господин Даосист Хань, сказала Цзинь Юэ, делая приглашающий жест рукой. Все остальные старейшины расы Тянь-Пен все еще были полностью сбиты с толку, но никто не осмеливался подвергнуть сомнению суждений Цзинь Юэ, поэтому никто из них ничего не сказал. Хань Ли просто улыбнулся, без малейших колебаний последовав за женщиной в белом к святому городу. Остальные старейшины расы Тянь-Пен обменялись еще несколькими недоуменными взглядами и последовать за ними. Волнение, которое вызвал Хань Ли ранее, привлекло внимание бесчисленных высокоранговых существ Тянь-Пен в городе, но, поскольку все старейшие появились за пределами города, ни один из духовных генералов и великих духовных генералов расы Тянь-Пен не осмелился подойти к ним. Таким образом, они могли смотреть только издалека.
Однако они были расположены слишком далеко, и Цзинь Юэ установила ограничение звука в окрестностях, чтобы они ничего не слышали. Все, что они видели, это то, что гигантская лазурная птица превратилась в молодого человека, который, казалось, был членом их расы Тяньпен. Затем он немного поговорил со старейшинами, прежде чем все они улетели обратно в город. Таким образом, никто из них не понимал, что происходит. Таким образом, Хань Ли вошел в священный город спокойно и собрано на глазах бесчисленных существ Тяньпен. Только спустя долгое время все эти существа Тяньпена в недоумении рассеялись и продолжили то, что делали до этого перерыва.